Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы поговорим о ZigBee шлюзе для экосистемы умного дома Tuya Smart от производителя Moes. Особенностями данной модели является наличие Ethernet интерфейса, который обладает лучшей по сравнению с Wi-Fi и скоростью и стабильностью работы. Также эта модель отличается повышенной емкостью сети. По заверению производителя, максимальное количество подключенных устройств может достигать 300. Кстати, о подключении устройств мы тоже поговорим в этом видео, причем не только тех устройств, которые относятся к экосистеме Tuya Smart. Модель ZigBee Hub 801. Интерфейсы ZigBee 3.0 Ethernet 100 Мбит. Максимальное количество устройств 300. Питание microUSB 5 вольт до 1 ампера. Размер 90 на 90 на 23 мм. Поставляется устройство в простой белой картонной коробке. Из опознавательных знаков только наклейки с логотипом и адресом сайта производителя и кодом модели. В комплекте сам шлюз, два кабеля для подключения к сети и питания с разъемами USB и microUSB, а также инструкция. Инструкция на английском, она описывает порядок подключения и содержит ссылку на приложение. Инструкция общая для проводной и беспроводной версии шлюза, так как включает в себя требование перед подключением перевестись на 2,4 ГГц, что бессмысленно, так как шлюз подключен по Ethernet. Шлюз внешне представляет собой квадратную белую коробочку со сторонами в 9 см и толщиной чуть больше 2. Только одна из сторон отличается от других, на ней расположены разъемы сетевого интерфейса и питания, а также кнопка сброса. На нижней стороне находятся прорезиненные ножки, чтобы шлюз не скользил на поверхности. В центре наклейка, перечисляющая основные параметры устройства. Для работы шлюза нам понадобится свободный Ethernet-порт на роутере или свитче, а также блок питания, либо отдельный, либо свободный USB-порт зарядной станции или подходящего удлинителя. При работе сквозь корпус шлюза просвечивает пара зеленых светодиодов, довольно ярких. Для подключения нам понадобится оригинальное приложение Tuya Smart или его клон Smart Life. Можно не искать шлюз в списке устройств, а сразу перейти во вкладку «Автоматическое обнаружение». Шлюз уже будет там. По проводной сети он обнаруживается моментально. Далее идет процесс сопряжения, и в конце можно задать свое имя и локацию. После добавления сразу прилетает последняя версия прошивки. Шлюз обновляется, после чего он готов к работе. Его главное предназначение – это управление ZigBee устройствами. Других функций вроде сигнализации, ночника и тому подобное у него нет. Тесты начнем с подключения родных устройств Tuya Smart. Например, популярной розетки переходника Blitzwolf SHP13. Это очень удачная модель с учетом невысокой цены, мощности в 3680 Вт, энергомониторинга и европейского форм-фактора. В плагине шлюза нажимаем «Добавить новое устройство». На розетке зажимаем кнопку, пока не начнет мерцать светодиод, и ждем, пока шлюз ее обнаружит и подключит. Следующим будет четырехклавишный логический выключатель, он тоже относится к этой экосистеме. Для сопряжения служит кнопка, которая находится слева внизу. Подключение аналогично. В плагине в шлюза включаем режим добавления, зажимаем кнопку на выключателе и ждем завершения процесса. Добавленные устройства могут взаимодействовать друг с другом через автоматизации. Логический выключатель может выступать в качестве триггера, и событием будет служить одна из его кнопок или состояние батарейки. Выбираем, например, однократное нажатие на первую клавишу и переходим в раздел действий. В нем выбираем «Запустить устройство» и получаем список всех устройств, которые могут являться действием для нашего сценария, в том числе добавленная розетка. Она предоставляет управление подключенной в нее нагрузкой, включить, выключить и переключить состояние на противоположное. В результате у нас получается вот такой простой сценарий, управляющий розеткой по нажатию на первую клавишу выключателя. Скорость работы неплохая, и в целом, по моим наблюдениям, Tuya работает заметно быстрее и стабильнее, чем Mi Home. Подключенные к шлюзу устройства взаимодействуют не только между собой, но и со всеми гаджетами, входящими в этот аккаунт Tuya. В качестве примера Wi-Fi проектор звездного неба. Ему шлюз не нужен, он работает с роутером напрямую. Аналогично, делаем тестовый сценарий, но уже на вторую клавишу, тоже однократный клик. На двукратный можно повесить, например, смену режима подсветки. Скорость отработки сценария тоже в пределах секунды, что я считаю неплохим показателем для стокового облачного приложения.
Для эксперимента я попытался подключить некоторые ZigBee устройств, относящиеся к экосистеме Mi Home и Aqara Home. Например, квадратную кнопку Aqara, круглую кнопку Midze, беспроводный двухклавишный выключатель Aqara, одноканальное реле с нулевой линией Aqara T1. Результат везде идентичен, шлюз Tuya не видит этих устройств. Далее я попробовал устройство от Sonoff, относящееся к экосистеме Evolink. Начал с беспроводного датчика открытия двери. И датчик совершенно нормально и без проблем подключился к шлюзу Tuya. У него есть свой плагин, причем даже анимированный, показывающий, как половинки датчика сходятся при закрытии и расходятся при открытии. В плагине также есть журнал срабатываний датчика, переключатель отправки уведомлений через приложение при сработке и меню обновления прошивки. Датчик может работать как триггер в автоматизациях, причем не только по состоянию открыто и закрыто, но и по уровню заряда батарейки, например, чтобы отправлять уведомления, когда он снизится ниже установленного. Что касается состояния, то тут есть не только его изменения, но и временной интервал, в течение которого это состояние продолжается. Сценариев тут можно создавать много, начиная с самых простых, например, включения освещения. Окрыленный успехом, я решил попробовать еще одно устройство – компактное реле Sonoff ZB Mini. Это одно из самых бюджетных реле, стоит меньше $10 из всех, которые широко доступны на рынке. И да, я не ошибся в своих ожиданиях, оно тоже нашлось. Правда, почему-то как двухклавишный выключатель. Но не будем придираться к мелочам, нашлось же. Что интересно, реле управляют обе кнопки, но с небольшой оговоркой. Если включать и выключать одним, неважно каким переключателем, то все в порядке. А если нажимать на обе в произвольном порядке, то реле ведет себя не всегда адекватно. Tuya Smart практически любому устройству дает возможность быть триггером для сценария. Реле не исключение и умеет передавать события изменения своего состояния, включено или выключено. В действиях, кроме включено и выключено, есть переключение состояния. Вот этот тестовый сценарий не будет давать реле включиться, сразу отключая его после события включения. В реальном бытовом применении скорее пригодится сценарий, который будет работать наоборот, отслеживать выключение и включать реле обратно. Кстати, перед действием можно добавлять и задержку. Аккаунт Tuya Smart подключается к Google Home, после чего устройства Tuya могут управляться ассистентом Google. Шлюз как устройство не виден тут, но его устройства пробрасываются. Не все. Из рассмотренных в обзоре тут нет логического выключателя. Хотя, что с логическим выключателем мог бы сделать ассистент? Исполнительными устройствами ассистент может управлять. Для розетки создалась одна сущность, а для реле сразу 3. Общий выключатель для обоих каналов, ведь реле определилось как двухклавишный выключатель, и для каждого из них по отдельности. Что касается Home Assistant, то на сегодняшний день мне неизвестны методы проброса шлюза в него. Ни через штатную интеграцию, ни через Local Tuya. Ни его устройств в HA видно не будет. Но есть обходной метод, так как автоматизации, созданные в Tuya Smart, залетают в виде сцен через штатную интеграцию, и ими можно управлять из Home Assistant. Этот метод зависит от интернета и облаков. Локально можно работать с ZigBee устройствами, только подключив их напрямую к USB-стику или SLS-шлюзу. Для тех, кому достаточно штатного функционала Tuya Smart, а для решения большинства бытовых задач его более чем достаточно, я бы рекомендовал к приобретению именно проводную версию шлюза. Ведь Ethernet работает стабильнее, да и быстрее, чем Wi-Fi, и не мешает работе ZigBee. Что же касается проводов, то шлюз все-таки стационарное устройство, носить его постоянно с собой не нужно. А располагать его стоит не очень близко к роутеру, так как Wi-Fi работает на той же частоте, что и ZigBee, но провода позволят это сделать. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.